В небольшом городском приюте для животных случилось что-то невероятное. Огромный питбуль по кличке Макс сидел в углу клетки и плакал настоящими слезами. Волонтеры были в шоке, такого они еще не видели. Крупный пес с серебристой шерстью оказался здесь всего несколько часов назад. Его привезли бывшие хозяева, сославшись на переезд. Они уехали, а он остался, одинокий и потерянный. Поначалу волонтеры думали, что Макс просто напуган и скоро освоится. Такое часто бывает с новичками. Но шли часы, а состояние пса только ухудшалось. Он отказывался от еды и воды, не реагировал на попытки погладить или успокоить. Лиза, опытный волонтер, попробовала угостить Макса любимым лакомством всех собак приюта, кусочками вареной курицы. Обычно даже самые грустные псы не могли устоять. Но Макс даже не повернул головы. Он просто лежал, уткнувшись носом в лапы, и тихонько скулил. К вечеру сотрудники приюта не на шутку встревожились. Они собрались на экстренное совещание. Джон, директор приюта, озвучил то, о чем думали все. Ребята, с этим псом беда. Кажется, он просто сдался. А вы знаете, как трудно пристроить питбуля из-за дурацких предрассудков. Если он так и будет убиваться, у него почти нет шансов. Повисла тяжелая тишина. Но вдруг Марк, молодой волонтер, воскликнул: «А давайте снимем видео, покажем людям, как страдает Макс. Может, кто-то увидит и захочет помочь». Идея понравилась всем. На следующее утро они аккуратно сняли Макса, его печальные глаза, мокрую от слез морду. Добавили трогательную музыку и короткий рассказ о судьбе пса. Видео выложили в соцсети и затаили дыхание. Неужели сработает? Неужели найдется кто-то, кто откроет свое сердце и дом для несчастного Макса? Среди тысяч людей, увидевших ролик, была Анна. Ее сердце жалось при виде несчастного пса. Недолго думая, она отправилась в приют. Подойдя к клетке, Анна тихонько позвала: «Макс». И тут произошло чудо. Пес поднял голову и посмотрел прямо на нее. В этот момент Анна поняла: это судьба. Она решила забрать Макса домой, несмотря на все сомнения и страхи. Прошло несколько недель, и Макс будто переродился. Вот что заметила Анна в смене настроения пса. Питбуль полюбил диван, на нем питомец разваливался как настоящий король, занимает все пространство. Стал намного более активным, за мячиком носился с такой скоростью, что не угнаться. По утрам будил хозяйку, нежно тыкаясь носом в щеку. Проснулся аппетит, но при этом Макс явно был гурманом, привередлив в еде и обожает пробовать что-то новенькое. Теперь, гуляя с Максом в парке, Анна часто думает о том, как одно решение может изменить две жизни. Макс больше не тот грустный пес из приюта. Он уверен в себе, дружелюбен и открыт миру. Анна улыбается, глядя, как он играет с другими собаками. Каждая собака заслуживает своего дома и любящих людей рядом, размышляет она, и каждый человек заслуживает такого преданного друга. История Макса и Анны – яркий пример того, как любовь и забота творят чудеса. Они нашли друг друга в самый нужный момент. И теперь, когда Анна видит, как Макс радостно виляет хвостом при встрече, она понимает: вот оно, настоящее счастье. Простое и бесконечно ценное. Друзья, спасибо, что просмотрели эту историю. Пожалуйста, если она вам понравилась, поделитесь ей со своими знакомыми. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.